Всем привет! В прошлых видео я рассказывал о том, как использовать и комбинировать анимацию Mixamo в Blender. А теперь самое интересное. Видео о том, как применить эту анимацию к любым другим персонажам, а не только к миксамовским. Идею этого урока я посмотрел у одного польского разработчика игр. Ссылка на оригинал в описании. Идея в том, чтобы привязать анимацию с одного рига на другой, используя третий. Этот способ подойдет абсолютно для любой версии Blender. По похожему принципу работает Retarget Motion Builder от Autodesk. Третий риг автор идеи называет метариг. Для начала создадим этот метариг. Он состоит из пустышек. Добавим в сцену пустышку куб и пустышку сферу. Выделим сферу и через Shift выделим куб. Жмем Ctrl-P Object. Мы создали parent между сферой и кубом. Все трансформации куба сфера повторяет, но при этом сфера может двигаться и независимо. Мы создали основной элемент метарига. Куб назовем Hips, как основную кость в большинстве ригов, а шар Hips T. Буква T означает Target. К шару будет подключаться целевой риг, на который нам нужно перенести анимацию. А к кубу будет подключаться риг-источник, от которого мы будем брать эту анимацию. Теперь продублируем эти элементы и создадим из них подобие человеческой фигуры. Количество элементов в этой фигуре должно быть равным количеству костей в целевом риге. Точнее, количеству костей, которые мы будем использовать. Даем осмысленные имена элементам. После того, как метариг готов, импортируем в сцену целевой риг и риг-источник анимации. Риг-источник у меня скачан с Mixamo, но можно использовать любую анимацию в формате FBX или BVH. Целевой риг — это вот такая лоупольная девушка. Сделаем скелеты всегда видимыми. Для начала подключаем риг-источник к метаригу. Начинаем с кости Hips. Эта кость отвечает за перемещение и вращение всего персонажа. Подключим к ней элемент метарига с одноименным названием. Подключать будем через констрейны. Используем два констрейна Copy Location и Copy Rotation. Сначала выбираем скелет, потом нужную нам кость. Теперь элемент Hips метариги повторяет положение и вращение кости Hips в риге источника анимации. Остальные кости в миксамовском риге отвечают только за вращение. Поэтому ко всем другим элементам метарига, которые подключаются к этим костям, мы применяем только constraint Copy Rotation. Но constraint Copy Location нам позже тоже понадобится. Когда все кости рига и источника подключены к метаригу, начнем подключать целевой риг. Его мы подключаем к шарам-пустышкам в метариге. При подключении надо быть внимательным. Я специально выбрал такой риг, который сильно отличается от миксамовского. Выберем у целевого рига кость Hip. Увеличим ее немного в Edit Mode. Если вы не уверены, какую кость и куда надо подключать, просто покрутите и подвигайте ее. Тогда будет сразу ясно, за какую часть тела отвечает та или иная кость. Покрутим и подвигаем ее. Она работает так же, как и у миксамовского рига. Подключим ее к метаригу. Если для подключения пустышек к костям мы использовали просто констрейны, то для подключения костей к пустышкам надо использовать Bone Constraint. Добавляем два констрейна Copy Rotation и Copy Location. В поле Target ставим пустышку под именем Hips T. Скроем пока риг источник анимации. Выбираем следующую кость, это Pelvis. Покрутим ее. В миксамовском риге нет такой кости с такими функциями, поэтому мы не будем ее подключать. Следующая кость вращает верхнюю часть тела, все как в риге источнике. Подключим ее к метаригу. Получился вот такой результат. Пока не будем ничего исправлять. Сначала подключим остальные кости. Обратите внимание, в конечностях здесь много дополнительных костей. Кости, которые вам не нужны, лучше скрыть. Кость головы надо будет увеличить в режиме редактирования. Когда все кости подключены, можно приступать к исправлению ошибок ретаргетинга. Эти ошибки появляются из-за разности в осях вращения костей в разных скелетах, из-за разности пропорций или из-за ошибок в записи мокапа. С помощью метарига мы можем устранить такие перекрученные конечности. Для этого выбираем пустышку, к которой подключена кость. Подключаем Constraint Copy Location, чтобы удобнее настраивать вращение. Крутим сферу по локальным осям. Подбираем нужное значение. Обычно это целые значения.
и очень часто кратные 30, то есть 30, 90, 180 и так далее. Можно также этим способом исправить позу персонажа. Вот здесь мне не нравится прогиб спины. Покрутим соответствующую пустышку и исправим это. На пустышке также можно ставить ключи, чтобы добавить или исправить движение персонажа. Например, я хочу добавить повороты головы. Выбираем сферу пустышку, подключенную к голове. В первом и последнем кадре ставим ключи на вращение. В 23 кадре поворачиваем пустышку и ставим еще один ключ. В 52 кадре поворачиваем пустышку в другую сторону и также ставим ключ. То же самое делаем с шеей. Этот способ ретаргета может показаться слишком сложным, но хорошая новость в том, что такую настройку надо делать только один раз для каждой пары скелет. Мы настроили эту лоу-польную девушку и теперь можем применить к ней все анимации Миксама. Загрузим в сцену вторую анимацию, сохраним ее в виде экшена. Как это делать, вы знаете из прошлых видео. Удалим риг. Применим этот экшен к миксамовскому скелету. И вот лоу-польный персонаж повторяет все движения. Вы, конечно же, можете добавить пустышки для пальцев рук и ног. Я не стал этого делать, чтобы не затягивать видео. После того, как анимация отредактирована, запекаем ее на скелет. Теперь можно экспортировать этого персонажа в игровой движок или сохранить анимацию в виде экшена. Надеюсь, этот способ ретаргета анимации будет вам полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, чтобы помочь продвижению и развитию канала. Всем удачи, пока!